Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вот, друзья, и наступила светлая Пасха, которую мы все так ждали. Недавно встречали с вами Рождество Христово, Масленицу, и вот уже, друзья, у нас Пасха. И в этом видео мы хотим с вами проговорить очень важную тему. Первый понедельник после Пасхи. Что можно делать в этот день и чего категорически нельзя делать? Обратите внимание на те советы и рекомендации. Обращаем ваше внимание, что первый понедельник у нас с вами 17 апреля. Обратите внимание на те моменты и рекомендации, чтобы в этот день и следующий ваш год прошел удачно и благополучно. Итак, друзья, первый понедельник после Пасхи многие, к сожалению, воспринимают как будний день. Как говорится, праздник прошел, колокола отзвенели, все выстояли торжественное богослужение, поприветствовали друг друга и радостно провозгласили «Христос воскрес», обменялись крашенными яйцами, куличами. И, как говорится, пора возвращаться на работу. Но это неправильное понимание, потому что радость такого светлого праздника, как Пасха, она достаточно велика. И напоминаю вам, что она длится целых 40 дней, но самыми значимыми из которых считаются первые 8. Это само пасхальное воскресенье и вся идущая за ним седмица. Пасхальная неделя, следующая за Пасхой, называется Светлой Седмицей. И в это время повсюду проходят праздничные богослужения и крестные ходы. Действует запрет на венчание, свадьбы и заупокойные службы. Верующие в это время просят Иисуса Христа о прошении и здоровье своих ближних. Итак, друзья, пасхальная неделя у нас с вами начинается 17 апреля и завершится уже 23 апреля перед Красной Горкой. Это время у нас всех, еще раз повторимся, называется Светлой Седмицей. Или по-другому ее называют в некоторых регионах как Пасхальная неделя или первая неделя после Пасхи. И, вы знаете, пасхальная неделя считается временем возрождения новой жизни, светлых, хороших помыслов, которые связаны с добром. Люди, которые после Пасхи приходят в храм, становятся свидетелями богослужений при открытых царских воротах, обычно скрываемых за алтарем. На Светлую Седмицу повсюду слышится колокольный звон. Каждый верующий в любой момент, за исключением богослужения, может позвонить в колокол, чтобы объявить и о своей личной радости, связанной с воскрешением Иисуса Христа. Хотим еще раз сделать акцент на том, что пасхальная неделя – это время веры, надежды и любви. Всю неделю люди говорят друг другу «Христос воскресе», и в ответ на это слышат «Воистину воскрес». В некоторых регионах эти слова говорят на протяжении 40 дней. И каждый день Светлой Седмицы имеет свое предназначение и название, потому что каждый день наполнен на пасхальной неделе особым смыслом, как и все, что связано с Пасхой. Итак, друзья, понедельник, который наступит сразу после Пасхи, считается таким вот ярким праздником и имеет много названий. Его и называют поливальный понедельник, волочебный понедельник, пасхальный понедельник. Но, конечно же, прежде всего светлый понедельник, то есть освященный Богом, преисполненный ликования по случаю воскресения Христа и победы жизни над смертью. Обращаем ваше внимание, что в понедельник не принято работать. Это время приема гостей. Православные отправляются в гости сами, навещая родственников и друзей. В старину в гости ходили, как правило, представители сильной половины, захватив в качестве подарка куличи и крашеные яйца. Женщины тем временем хлопотали, накрывая столы.
Из дома они не выходили, это было не принято. Согласно древним традициям, парни в этот день поливали девушек водой. Верили, что после этого будут здоровье, они будут красивые и счастливые. Ну а девушки в знак благодарности в этот день дарили парням крашенки и писанки. Этот понедельник, первый понедельник, еще называют мокрый понедельник. Почему? Потому что в этот день после Пасхи люди обливались холодной водой, которая считалась магической, такой вот сильной по своей энергетике и смывала все болезни с глаз, даже могла смыть порчу. Помните о том, что вода укрепляет душу, дает силу на весь год, аж до следующей Пасхи. В этот день, как и в течение всей недели, богослужения идут по особому пасхальному чину. Вместо привычных молитв звучит напевное чтение топаря. Не совершается ни венчаний, ни заупокойных служб. Царские врата в храмах и церквях день и ночь остаются широко распахнутыми, тем самым символизируя открытые для верующих небеса. И также на Аналое ждет своего часа Арто, священный хлеб. В воскресенье его с молитвой раздробят на кусочки и раздадут всем присутствующим. После литургии совершается крестный ход, во время которого прихожане несут в руках зажженные свечи, а в воздухе разносится звон колоколов. Звон, к слову, непростой. По обычаю, во время Светлой Седмицы любой может подняться на звонницу и ударить в колокол, просто и спросив на то благословение у священника. Поэтому, если вы ни разу не делали, обязательно это сделайте. Вы даже сами можете прочувствовать, как колокол проходит через вас, вот именно его звук, его энергетика. И вы знаете, даже бывали случаи, что человек, вот поднявшись и зазвонив в колокол, как он это чувствует, мог исцелиться от какой-то тяжелой болезни. Но у каждого свое, поэтому каждому дается по вере. Можно ли работать в понедельник после Пасхи? Многие задаются таким вопросом. Скажем так, желательно этот день освободить от любых хлопот и посвятить это времени себе, своей семье, близким людям, тем людям, которые по отношению к вам чисто сердечны, ну и, конечно же, Богу, Вселенной, высшим силам. Кроме того, обращаем ваше внимание, что до революции, когда православие было государственной религией, праздничной оставалась вся пасхальная неделя. Народ успевал и в церкви побывать, и дома помолиться, и от души пообщаться, зарядившись хорошим настроением. Времени хватало на все. Но нынче у нас с вами государство светское, а возможность взять отгул выдается не всегда. Как же быть? С чистой совестью выполнять свой долг, ведь труд не бывает во грех, когда вы относитесь к нему разумно. Никто не станет винить работника за усердие, поскольку человек, который устроился на работу, он принял на себя определенные обязательства перед своим работодателем. Поэтому здесь у каждого, конечно же, на работе, кроме того, у кого-то в этот день может быть смена, и человек не может отменить ее, потому что работа – это все-таки то дело, которое человека кормит и помогает ему в реализации его каких-то очень важных именно физических моментов. Ну, конечно же, не стоит осуждать и хозяйку, которая посвятит какое-то время светлого понедельника домашним делам. Быт, увы, неотъемлемая часть нашей жизни, особенно сейчас в современном мире. И если после застолья на кухне осталась гора грязной посуды, а в комнате гости нанесли грязь, но без этого ну никак, и лучше, конечно, уже убираться в понедельник. Для начала просто помолитесь, попросите Бога в высших силах не злиться и обязательно принимайтесь за дело. Не жить же вам в беспорядке всю седмицу. Но постарайтесь обойтись без острых приступов трудоголизма. Дела сделайте сегодня, несрочные отложите на потом. И обязательно выделите в своем графике время для посещения церкви. Тогда греха у вас точно не будет.
Обращаем внимание, что в этот день запрещено венчаться, а вот креститься церковь разрешает. Запрещено в этот день устраивать панихиды и скорбить, поскольку это время радости, а не грусти. Именно поэтому не стоит ходить на кладбище и поминать ушедших из жизни. Обращаем ваше внимание, что поминать мы с вами будем уже ровно через 9 дней после Пасхи. В этом году у нас поминальный день 25 апреля. Но еще раз хотим вас сделать акцент на том, что в некоторых регионах бывает так, что в разные дни нужно ходить на кладбище. Даже бывает так, что в одном селе нужно пойти во вторник на кладбище, в другом в среду или четверг. Поэтому мы с вами говорим о том, что общепринято, а как именно в вашем регионе, вам нужно уже спросить у людей пожилых, которые прожили больше жизни и знают все эти народные приметы и традиции. Обращаем на это ваше особое внимание. Можно ли стирать в понедельник после Пасхи и делать какую-либо другую работу? Вы знаете, сама церковь не дает никаких строгих ограничений нам, но лучше все равно, мы еще раз повторимся, что все-таки это первый день после Пасхи, поэтому старайтесь больше отдыхать, старайтесь спокойно проводить это время, отложите стирку, поскольку она не является столь срочным делом к выполнению. Среди людей, конечно, распространено работать после Пасхи в понедельник и, соответственно, как бы и стирать, но можно замутить глаза умершим родственникам, поэтому все-таки подумайте, пожалуйста. Также возникал у людей вопрос, можно ли сажать что-либо в понедельник после Пасхи. Даже говорилось о том, что вот есть одна народная примета, что все посаженное в огороде будет залито дождями и испортится. Поэтому здесь уже на ваш выбор. Мы говорим о том, что есть народные традиции, есть народный календарь, который наши предки именно придерживались, знали, понимали, что можно и что нельзя делать, а вы уже решаете, рисковать вам или нет. Также в этот день не стоит шить, поскольку считается, что таким образом человек зашивает глаза своим умершим родственникам. К запретам также можно отнести вышивку и вязание. Многие задаются еще и вопросом, а можно стричься после Пасхи в понедельник? Давайте начнем с того, что все-таки мы это должны были сделать до Пасхи, а если это вы дотянули до этого дня, наверное, это не такое уж и срочное для вас было дело, поэтому отложите еще на неделю, чтобы не призвать беду в свою жизнь. Давайте еще уделим внимание тому, что вот категорически нельзя делать после Пасхи, в первый понедельник после Пасхи, чтобы не привлечь к свою жизнь беды и неприятности. Не стоит унывать и предаваться мрачным мыслям. Конечно, бывает у людей разное время, разные ситуации, но вы должны понимать и то, что если вы будете, вы будете унывать, у вас будут какие-то негативные мысли, то это не поможет вам решить ту или иную проблему. Поэтому все-таки постарайтесь не унывать и стараться быть в хорошем приподнятом настроении. Не стоит в этот день браниться, также посвящать день посторонним вещам, оставив в стороне молитву. Также в этот день не стоит напиваться до пьяна, не стоит объедаться, таким образом как бы вознаграждая себя за пост, потому что это вредно не только с церковной точки зрения, но и с медицинской. Обращаем, пожалуйста, на это особое внимание. Также хотим еще обратить внимание на то, что все-таки в этот день во многих странах все-таки выходной день, и это очень хорошо. Поэтому постарайтесь этот день провести в спокойной, мирной обстановке, побыть с родными, с близкими. Возможно, почитайте какие-то молитвы. Кстати, мы в описании к этому видео, друзья, оставим вам молитву. Это сильная молитва, которая читается именно в светлую неделю, которая придает силы и здоровья. Мы оставим в описании к этому видео. Обязательно ее перепишите или, как вариант, сделайте скрин экрана и, пожалуйста, на протяжении всей недели ее читайте. Также ее распространите среди своих друзей, знакомых, тех людей, которые действительно вы любите, вы цените, и вы знаете, что действительно эта молитва им понадобится. Что еще, друзья? Давайте проговорим еще погодные приметы.
потому что в свое время наши предки погодным приметам уделяли особое внимание. И понедельник после Пасхи народные приметы наши пахари смотрели и поглядывали по сторонам, потому что и небо, и птицы, и дождь могли подсказать, ждать ли в нынешнем году голода или изобилия. Поэтому если в понедельник после Пасхи небо чистое, а погода безветренная, скоро начнется ливень. Каков поливальный понедельник, таким и будет лето. Если птицы ведут себя смирно и не поют, то морозы могут дать о себе еще знать. Как правило, это 1-2 мая и 8-9. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны, кто занимается огородничеством, чтобы не накликать на себя беду. Друзья, мы всех поздравляем с великими праздниками, желаем всего самого-самого наилучшего. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.